Всем здравствуйте, старик гиперборейский, снова с вами продолжаем играть в очень интересную игру «Внешние миры». Так, ну что, в прошлой серии мы там алиби Берти вроде как подтвердили, вроде не подтвердили, не поймешь. Но как бы будем думать, сообщать Леонсию. Блин, как я все время забываю это, Леонсию или Леонардо, как его там звать-то. Ой, так, где он? Вот. Свяжись с администратором. Людовико его звать, да. И там уже посмотрим, будем мы что-то ему рассказывать, не будем. У нас просто здесь побочная задачка есть. Денег нам пообещали, если мы тут чем-то торганем там или еще что-то. Так. Так, что-то там про шпресиновую колбасу. Я люблю бескостную шпресиновую колбасу. Yep, that sure is the passphrase, even if it is dumb as hell. What's Dash's plan? Так, я найду ваш товар, веди меня в курс дела и скажи, куда идти. Так, притормози. Ты точно косдемился, а не крот? Почему я должен тебе верить? Because I'm gonna tell you where our package is, hullhead. If I were part of an ambush, you'd have already been arrested. We're in the constabulary, for law's sake. You're looking for cargo from our ship, the Rat King. Small package, wrapped in brown paper. It got moved to the shipping yard, but I'm not completely sure where. Добыть груз. Так, а как же я его найду, если ты даже не знаешь, где искать? I'm sure some slugite knows how to find it, or has it listed in a terminal. All else fails, you could just case the joint. Might end up with some extra loot for your troubles. Да? Ну ладно, пойдем посмотрим. Так, это куда-то вниз надо идти. Так. Я уже чувствую, что это как раз туда, куда мы вроде так нос сунули. Так. Отсюда нигде не обойти, ладно. Дырка. Nice work. Так, по ходу дела можно... Я тут себе ничего не прикарманишь, надо, мне кажется, валить так же, как мы сюда пришли. Дебилы! Уходим отсюда. Что-то я ничего ценного там не прикарманил. Бентенджань. Ты из новых работников? Заблудился, турист? Мне все равно. Главное, ничего не переверни. Хочу задать пару вопросов. Hey, if it meant I could ignore my work, I'd let you talk to me about sprat reproductive practices. Ask away. Как ты управляешь доками? This terminal makes it pretty easy to match a ship's cargo to its manifest. If it ain't on the terminal, then it's someone else's problem. Что плохого в управлении грузами? Nothing. I just hate working. Пока все. Figured it wouldn't last. Anything else?
Figured it wouldn't last. Anything else? Ну, я и взломать могу, конечно, блин. Так, ну он здесь мне мешать будет. Ну так и будешь тут стоять, блин? Давай-ка, может, уйдет. Пришить по тебя, да? Так, здравствуйте, уважаемый сотрудник. Отключить грузовые накладные. Так, накладная крысиный. Почему отключить? Крысиный король. Так, груз 17 ящиков, содержимое не указано. 2 канистры шокового молока. Какая-то херня. Так, накладная банановый хрен. Так, 8 сотрудников рица, имена не указаны. Груз 14 ящиков кондитерских изделий. Т. Скорее всего, экипаж совершил посадку на территории по ошибке. Субсвет, утилизатор. Так, Лора Макдэвид, 2 автоматона курьера. 6 ящиков оружия, 2 ящика лекарственных препаратов. Так, вернуться к началу. Выйти. Ну, как бы хрен его знает, что это. Оно ничего не отключает. Ну и ладно. Там, конечно, можно полазить, потибрить. Это просто сортир, да? You're back, I see. Hope the law hasn't caught on to what you're doing. Law meaning authorities, that is, not the forces running the universe. А как ты попал за решетку? This is gonna sound a little stupid, but I got a thing about mechanicals. Don't like the way they move or the sounds they make. Gives me the creeps. I was drinking with Dash in the cantina when a funny-looking one trotted up beside us. Seemed like it was some kind of monster. So I started yelling, banging on it. Don't know what happened next, but I think it involved another mechanical. I passed right out then, and when I woke back up, I was here. Not the most graceful thing I've ever done. Так, понятно. На. No complications? Grand. The recipient is Joseph Dempsey. He runs the Eridanos Dry Goods and Sundry. Так, какие сложности, славно. Тролливали. Так, считай, что посылка уже доставлена. Надеюсь, что беготня того стоит. I wonder if all these cargo containers are stored here for any legitimate reason. Or just to give Sublight more opportunities for larceny. Тут еще... А, вот этому дебилу, что ли, с которым мы на это самое... Дружище. Welcome back. The Eridanos Dry Goods and Sundry is just as standard and unremarkable as when you left it. Так. Ну-ка покажи, что у тебя есть. 34 скидка. Так. Навыки, технологии, нафиг. Наука 5. Так, это просто дерьмо.
Вдохновение 3. Нафиг. Так, это и остались. Шапка. Наука 5. Ай, нахер. Welcome back. The Eridanos dry goods and sundry is just as standard and unremarkable as when you left it. Так, неприметная обычная лавка, говоришь? Советую вложиться в маркетинговый семинар. Hey, folks take a lot of comfort in knowing their neighborhood general store is unchanging, eternal, like the land beneath their feet or the air in their lungs. Whoops. Forgot I ain't supposed to poeticize on work time. The drab nature of our store profits is what I meant. Now, can I sell you anything? Mm-hmm. A shipment, you say? The only shipment I'm expecting is 100 pounds of salt tuna a week from now. And I certainly don't expect it to be brought by an inspector. Ах, тут инспектор. Я обычный непримечательный курьер. Right. And I'm Halcyon Helen's sidekick, Buster B. Bartholomew, even though he gets shot in the head in the 4th episode of Terror on Monarch. Ну, мы ему уже сказали, что инспектор. But the lockdown has interrupted that, meaning fresh faces stick in my head. That, and I like keeping my information up to date, which is normal for a storekeep, obviously. Убеждение 105. Может, я расследую гибель Елены Алкионской? Ну, я не констебль, мне можно доверять. Наверное, что-то перепутал. Отнесу-ка этот груз констеблю. Wait. On second thought, you should let me take a look. Just in case it's something I ordered and forgot about. Follow me to the back. Угу. Ну-ка, что ты мне тут покажешь? All right. So, as you can see, this actually ain't the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. Welcome to my black market. Whatever you're here for, weapons, information, contraband, cane and ointment, I've got it. Sorry for the frosty reception. Had to make sure you weren't with the constable. But seeing how you're a freelancer, I hope I ain't got nothing to worry about. Так. Симпатично. Тебя тут можно взглянуть на товар? Regular wares? Sure. Currently waiting on my next black market shipment, so come back in a bit if you want to see those. Let me take that package off your hands, whatever the case. Here's your pay. Good doing business with you, especially seeing how you didn't take this to the constable. Would have been a mighty pain in my tail end. О, 3700. Раз уж я потратил столько сил на доставку, можно глядеть, что внутри? See? No. But I might tell you what's in it, so long as it's nothing proprietary, volatile, or breathing. Let's have a little look. Contraband weapon parts, a few chemicals for the crafting of high explosives. All fairly standard. Oh, and a canister of trimethyl sulfoxide. Where dimethyl sulfoxide is good at keeping folks in stasis, trimethyl sulfoxide is nice for helping refrigerators run. Useful stuff. Меня уже морозили. Давай-ка, товар. Так. Херня. Даже никаких модификаций нет, блин. Удостоверение слиз. Да, нифига, у меня такое есть. Давай, вали. Украсть ручной пулемет. Тактический дробовик. Можем, конечно, сейчас его... Подожди-ка.
И, конечно, украсть-то одно. У него, может быть, что-то есть тут. Какое-нибудь потайное. То есть его обнести можно чисто конкретно просто. Ап-ап-ап-ап-ап. Это можно было сюда забраться откуда-то. Ну да, вот, и обнести его, этот склад и убежать. Вот оно, для чего это нужно было. Будем считать, что мы так и сделали. Сейчас я дверь закрою. Так он, гад, уже не закроешь. Так, ну по большому счету здесь мне что делать больше нечего. У меня осталось... Так, что тут у него? Длинноствольная, уровень 32, гиперские винтовки, 1200, остроглаз. Это все, блин, то же самое. Так. 2 сапога пара. А, к Дэшу надо вернуться. Мы же все отнесли, да. Hope the job's coming along well. No sign of the constable, which really makes me more nervous. Один груз сомнительных товаров доставлен под роспись. Excellent. Let's divvy up the payment 3 ways, and we can consider this matter settled. Так. Ну нет, я сделал всю работу, забираю все деньги. На 3 части. Я сделал всю работу, пока ты с командой сидел на заднице. Скажи спасибо, что хоть столько получишь. Отдать 1000 бит. Наверное, все-таки 1000 отдам. Все-таки информацию дал. What? That ain't gonna be enough to get Cass out of prison, and it ain't what we agreed to. Ah, shit. Looks like it was wrong to assume you were just like Hawthorne after all. Sure hope I can figure something out to pay Cass's fine. Угу. Запечатано. Наверняка туда тоже можно как-то пролезть, да? Так, ну что у нас остается? Королева продуктивности. Так, принц Тазбола. Надо связываться. Так. А, еще с доктором Гуднайт можно поговорить. Это-то с ней-то точно можно. Так, можем мы... Отсюда никак, да? Надо отсюда сначала выйти. Так. Да, может, если я поговорю с этой дурочкой еще. С этой сиделицей. Dash told me that you kept our money. How low can you get?
Да, я такой. Так, ну мне в отель надо. I'll show you happiness! Don't mess with her! To make you smile! So when the Rizzo spokesman said... Сколько мы будем еще здесь этих дебилов пристреливать? Уже надо как-то это дело... Да все равно здесь не будет ничего хорошего. Может даже и об этом и не думать. Так, а куда это меня? Подождите. А, вот она, доктор Гуднайт. Ой, это Елена Алкионская лежит. Красотка. Да? Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Может, руки сначала помоешь? Да нет, слушаю вас. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Так, ну мы же какие-то бутылки там с ослабительным находили в самом начале, да? Может, эта еда в отеле не качественная? Так, или точно хотели отравить? Про еду спросим. The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin. Slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. I'm certain it wasn't, as you put it, just the hotel food. Что вы сделали? Проницательность, когда мы в прошлый раз говорили, вы назвали ее Рут Беллами, а не Елена Алкионская. Oh, how curious. I do believe you're right. I wonder if this has something to do with the autopsy process. She was Halcyon Helen up until the moment I brought her to the operating table. But as soon as I cut her open, I stopped thinking of her as Halcyon Helen. It's almost as if she stopped being an icon and became a human being. Мне не нравится. Да, это просто отвратительно. Так, ну звучит логично. I had a feeling you'd understand. Так, констебль Кин мертва. На вашем терминале хранится запись о ваших пациентах. I do keep logs of every patient I treat. Despite appearances, I'm not merely a coroner. I'm also the Grand Colonial's only, and therefore greatest, doctor. Так, буду знать спасибо. Разве это не запрещено? I don't see the conflict of interest. As the hotel's doctor, I attend to the health of my patients when they're alive. As the coroner, I attend to my patients when they're dead. If I do my job as a doctor, I rarely have to call upon my skills as a coroner. And if a patient dies under my treatment, my coroner's report practically writes itself. Угу. Если я погибну во время этой работы, я хочу, чтобы вы держали
держась от моего тела подальше. Oh, don't worry. I'm not gonna harvest your precious organs. Salvaging is more Sublight's purview. I'm with Slug. We're different. We're professionals. What I'm about to tell you, do me a favor and keep this between us. Так, обожаю хранить секреты, ложь. Слово инспектора. That's what I like to hear. I'd much rather work for Slug than Rizzo's. Rizzo's makes a great show about the happiness of its workers, but I think it's all rather artificial. I'm paid well. I work hard. I'm given respect and a reasonable degree of freedom. Cedric Kincannon runs a tight ship. Most of us enjoy working for Slug. Буду иметь в виду, спасибо. Will there be anything else? Констебль Кин мертва. What? Sorry, this mask. Sometimes I can't hear correctly. It almost sounded like you said Maria Keene was dead. Да, ее убили прямо в Maria's been кабинете. killed. I don't understand. How? Who did this? Сейчас тебе принесут, будешь копаться. Убийца использовал игольщик. Ее отравили хлоридом калия. Вам что-нибудь об этом известно? Так, нет, возможно, ее убил тот, кто убил Елену. First Helen, now Maria. There's a killer on the loose, Inspector. Perhaps it's best if I stayed inside for the time being. Kept a close eye on my door. Is there anything else you can tell me? Блин, стоит ли ей это рассказывать? Так, ее отравили хлоридом калия. Убийца использовал игольщик. Helen's signature weapon. She brought it with her to the hotel. After we discovered Helen's body, Keene inspected her hotel room. Ну, я знаю, что не было. Мы где-то даже об этом читали. Ну ладно, все расскажу. Rather harmless on its own. Common ingredient in medicine, but it can have a lethal application. Potassium chloride, when delivered in a cocktail of neurotoxin and paralytic, leads to cardiac arrest. Oh, merciful law. I'm so sorry, Maria. Maria and I were frequently at loggerheads. We disagreed on practically everything. It didn't help that I'm on Mr. Kincannon's payroll and Maria is a Список Rizzo's зря я, loyalist. наверное, рассказал-то. Was a Rizzo's loyalist. Apologies, Inspector. I don't have the heart to continue talking at the moment. Thank you for your time. Может, это ты? Может, это ты, негодяйка? Устраиваешь здесь диверсии. Так, куда это меня тянет? Так, мне нужно с кем-то там поговорить, да? Просто я наверх там не всегда успеваю посмотреть, что там вылазит. Так, нужно поговорить с Вулричем и получить доступ к VIP-гостям. О, наконец-то. The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? Так, мне нужен доступ на VIP-этаж. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Так, подкуп, убеждение. Единственный гость, который будет недоволен моим присутствием, это убийца. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. Другое дело. Поехали. Ну чё, маньяк? Я читал твое произведение. Так. Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Так, VIP-этаж. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking. I've Да, already знаем got мы one. твою черную дыру. Сидит там, бухает. Так, ребятки. Рейнджер Риццо. Да, блин, тут с вас откуда бы начать? Ты кто? Зеки Хенниган. Подожди. Зеки Хенниган. Кто это такой? Я вообще не помню.
Что-то я про него в каком-то терминале, конечно, читал. Торговый автомат. Так, это что такое, непонятно. Королева диссидентов. Так, давай сначала королеву диссидентов. Глава 2, продолжение. В следующую секунду на них набросились две огромные твари. Елена Алкионская поняла, что перед ними те же существа, которых она видела на корабле Максимилиана Мейерсера. Нижняя часть их тела была человеческая, но выше пояса они представляли собой скользкоугольную черную массу. Они были чудовищны. Агенты диссидентов, без руки слизни, наполовину люди, наполовину великаны. Елена стремительно, как псида, метнулась в сторону, уворачиваясь от клыков первого слизня. Олимпии опал, повезло меньше. Вид первого чудовища до того потряс ее, что она не успела среагировать на второе. Его зубы сомкнулись на ее шее, и спустя несколько секунд борьбы ее постигла безвременная смерть. Елена вскочила на ноги, выхватила пистолет просто космоса, который забрала с трупа Мерсера. Все еще рабочие, несмотря на бюджетность... Не понял. Пистолеты! Все еще рабочие, несмотря на бюджетность. И дала волю своему гневу. И не успели пустые гильзы коснуться земли, как оба слизнолюда уже лежали на земле в лужах собственной синей крови. «Прости меня, дорогая подруга», — грустно сказала Елена, глядя на бездыханное тело Олимпии опал. «Но тебе следовало внять моему совету. Сегодня колония потеряла прекрасную работницу». Она убрала пистолеты в кобуру и шагнула в лагерь мародеров. Ты что, охренел, что ли? Он что, типа стреляет еще? Что-то я не пробовал ни разу пульнуть. The charred fragments of a letter lies at the bottom of this wastebasket. Содержимое можешь разобрать? Unfortunately, most of the writing is beyond recovery. The words station, meeting point, and emergency are all that can be discerned. Well, I'm stumped. Так, мне нужна более полноценная зацепка. Пожалуй, стоит искать. Нет, потыкать в пепел. Someone burned this letter shortly after Halcyon Helen's death. Так, кто-то сжег письмо сразу после смерти. Ну, ладно. Я вот там еще какую-то херню видел. A single footprint, size 10, tossball cleat-sized. The soil in this residue contains a very high concentration of oxygen. Обычно высокая концентрация кислорода указывает на терраформер. Well done, Inspector. The weather monitoring station at the pilot house substitutes for a terraformer. The soil in his footprint likely came Это from нам в there. рубку надо опять будет, да? Найденные улики указывают на станцию мониторинга погоды, находящуюся в рубке Фаэтона. Так, что-то к сейфу он ходил. Этот жулик. Разбольные клюшки. Так, ну походу они здесь бухали. Это же эти тазбольщики из команды. Закрыли дверь, блин. Nice.
Вкусняхи. Так, здесь какое-то чмо сидит. We're all seeing that woolly cow, right? Not just me? Okay, good. Hey, that's against regulation. What do you think you're doing? Запугивание, убеждение. Nice doing business with you. Так, зато репутацию не ухудшили. А здесь коровец. Это он меня, блин, срисовал, зараза. Multiple discrepancies detected. First discrepancy. A woolly cow is present in this hotel room. Woolly cows are an import species for the Wilderness Exploitation Reserve and are incapable of affording upper-class accommodations. Second discrepancy. This woolly cow is dangerously inebriated with Rizzo Spectrum vodka. Alcohol sanguinization ratio exceeds recommended maximum. Ну, пока все так, как мне рассказывал этот пацанчик. An accurate observation, Inspector. This woolly cow is suffering from symptoms consistent with a hangover. A brief survey of this area reveals that the most recent occupants were athletes belonging to the Rizzo's Rangers Tossball Club. Так, было здесь, Берти. Insufficient data. A brief survey of localized property damage, divided by the area of this room, yields the following estimate. This unit was likely occupied by every member of the Rizzo's Rangers. -1. I'll keep quiet. Черная спектральная. Смотри-ка ты, фиолетовая спектральная. Так, ну опять заорет, да? Zeke Hannigan, Rizzo's Rangers 16th back. Pleased to meet you. What can I do for you? Так. Не в курсе, что делает коровец тут? We sort of borrowed her from the Wilderness Exploitation Reserve while we were drunk. I have no idea how we managed to sneak her in here without being spotted. Don't worry, we'll return her safe and sound. Mostly sound. Hungover still sound, right? Так, что Рейнджин делает на Редане? Since it's the off-season, we're helping support the launch of Rizzo Spectrum Brown. Meet the fans, sign tossball cards, that sort of thing. How about you, fella? You after a signature? Nah, I think I'll pass. He's just being coy. Anyway, where was I? Just between you and me, Rizzo's ought to cancel the whole event out of respect for Miss Helen. Так, как давно вы играете за About Рейнджеров? half my life. You know I was named third most profitable investment on 2 non-consecutive seasons? Ain't a lot of players who can make that claim. Except for the guys who came in first and second, I guess. I spent the last season injured and almost got sold to the Hephaestus Hammers, but now I'm all convalesced. Ready to lay into some Cleo darlings, you know? Really break some legs. Хочу задать вам пару вопросов о убийстве. Oh, you must be that inspector people have been talking about. It's a damn shame about Miss Helen. She was always real good to me and the rest of the Rangers. Birdie's taking it pretty hard. Miss Helen was the love of his life. So, what did you want to know? Так, кто мог желать Елене смерти? Miss Helen was outspoken. She made her share of enemies on account of her expressing herself. Just between you and me, I heard rumors the Prophet never much cared for Helen's brand of blunt honesty. Все к этой пророчице пока ведет. Так, расскажи мне о Берте и Елене. Birdie was mad about Helen. He was certifiable. The big galoot loved Helen about as much as he loved the game. Trouble is, Birdie was not blessed with an abundance of temper. Helen kept Birdie steady. If he lost his temper around her, it'd be because something broke between the two of them. Он мог ее убить? What? Law, no. Birdie's got a fierce temper, but there's no way he'd ever have laid a finger on Miss Helen. Где вы были в момент убийства? I'm ashamed to admit it, but
Me and a couple of the other Rangers spent the night in Constable Keen's cells down at the spaceport. We didn't do anything serious, just a bit of pranks and vandalism. It's what usually happens when we all get to drinking. Guess Constable Keen saw things a bit differently and had us hauled off. Берти был с вами в тюрьме? No, we lost him somewhere along the way. Or maybe he managed to get away? I can't rightly remember. But he was definitely not sharing a cell with us. That much I know. Да блин, что-то как-то на этого Берти все сходится, блин, а? What can I do for you? Да вроде все я тебя уже спросил. Так, Берти в тюряге не сидел, сбежал, блин, да. Но он был с этим своим дебилом, там, дружком, наркоманом, наркоторговцем. Так, значит, этот угол мы весь осмотрели, да? Там, здесь. Так, здесь что у нас? Рейнджер, сторож. Опа-на, бип-бип-бип. Initiating banter protocol. Now simulating familiar and welcoming demeanor. Кого-то здесь прибил, по-моему. 3001 is trained to recognize all board-approved actors. Greetings, fellow star. Your performance in Maverick Johnston's latest drama was memorable. Инженерия 45. Вижу, над тобой хорошо поработали. Кто тебя улучшал? Burbage 3001's programming is frequently upgraded to adhere to board-certified standards. Вулрич, ах ты ж, The most Вулрич. recent upgrade was performed by Spencer Woolrich. Banter protocol exhausted, reverting to default behavior, grieving and despair. Oh, Halcyon Helen, may your atoms be commended to the Aether. Так, ты знал ее? Burbage 3001 was designed to disrupt Halcyon Helen's monopoly over the Aetherwave serial market. This unit's programming is based on Helen's most famous roles. Burbage 3001. Anything Halcyon Helen can do, this unit can do slightly worse. Так. Похоже, у тебя вполне мог быть мотив для убийства. Так, а тебя перепрограммировал Вулрич. То есть мог, между прочим, он его так перепрограммировать, что он деление по балде и треснул. Так. А умереть ты тоже можешь? This unit has been programmed to simulate existential dread. Watch Burbage 3001 contemplate its mortality in the critically acclaimed drama, Waiting for Results. This unit has not yet completed its grief cycles, randomizing despair tables. Oh, Helen, is there no justice in the world? Блин, инженерия, вижу, над тобой хорошенько поработали. Ну, я уже знаю, кто тебя улучшал. Ну, так сказал. Все, прекратить разговор. Блин, порвать и брать сюда, а мне тогда ложь там и всякая другая хрень не будет работать. Так, что это за шапки такие? Двуручная ближнего боя, блин. Оно все такое. Да и на нем такая же шапка одета. На этом дебиле.
Подожди, это в последнюю очередь надо сюда идти. Сейчас отвернется жопшник. Что, он сюда идет, что ли? Impressive as always. You're a deft hand with a mag pick. Так, Федора с красной лентой. Ничего необычного. Никаких биби-бипов. Great work. Так, ну чё, идем к Вулдриджу. Timeline discrepancy detected nearby. Discrepancy detected. This bottle, recently discarded, contains residue from foreign substances. Chemical analysis complete. This unit has detected the following substances: oil, terroray, blood, terroray, unidentifiable biological fluids, terroray. Эти вещества были добавлены позднее? Yes, Inspector. Logical analysis indicates these substances were not present in the bottle's original contents. Они ядовиты? These substances cause extreme gastrointestinal distress in humans. Large doses can be fatal. This bottle contained Rizzo's Spectrum vodka. The presence of terroray biological fluids may have significantly improved its flavor. Понятно. Так, от Вулвича кому? Администрация. Требую новый номер. Судя по всему, произошла какая-то ошибка. Когда я прибыл в Гранд Колониаль для предстоящей презентации, мне определили в крохотную комнату отдыха среднего класса, комфортности. В таких обычно временами размещают гостей, пока их номера еще не готовы. Прошло уже 10 дней, а мне до сих пор не перевели в мой номер. Если бы я не был точно уверен в обратном, то мог бы подумать, что это и есть мой номер. Если бы я не был точно уверен в обратном, то мог бы подумать, что вы посмели поселить самого Спенсера Вулрича, звезду сотен сериалов, героя эфировидения колониального масштаба, какие-то каморки, в которой даже некоторые нескольких метров нельзя пройти, не ударившись пальцем ноги о кровать или локтем о стол. Я даже могу подумать, что Рут Беллами получила в свое распоряжение пентхаус отеля Гранд Колониаль. Не по ошибке, а по решению администрации. Но я уверен, что в скором времени ей дадут другую комнату, а меня переселят в ее номер. Надеюсь, вы не пытаетесь мне возразить. Эсса Вулрич. Администрация Вулричу. Администрация отеля Гранд Континенталь понимает, какой ужас вы испытываете от того, что вас поместили в номере для VIP-гостей. Однако, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что ошибки нет. Рут Беллами — лицо рекламной кампании спектральной коричневой водки.
поэтому ее заселили в пентхаус. Актриса ее уровня достойна только лучшего обслуживания. Этаж для VIP-гостей можно назвать вторым лучшим решением для гостей в нашем отеле. Пентхаус всего вдвое больше, чем ваш текущий покой, и его преимущества, видишь ли, 3 или 4 раза выше тех, к которым мы имеем доступ сейчас. Ваш текущий номер вполне соответствует запросам актера вашего уровня. Если вам что-нибудь понадобится, мы с радостью вам поможем, но лишь после того, как обслужим мисс Беллами. Администрация Колониаль. Ну, вообще-то раз в 4 побольше он все-таки, а не в 2. Ну, ладно. Так, администрация. Все гости. Мы уверены, что вы уже слышали об ужасном событии, которое сегодня произошло в бальном зале отеля Гранд Континенталь. Понимаю, что многие из вас обеспокоены, однако возрадуйтесь, чтобы позаботиться о вас, мы направили в отель десятки вооруженных людей, поэтому не будьте вы будете в полной безопасности. Вооруженная охрана, все понятно. Дядя. Суровое письмо от Спенсера. Так называемому шеф-повару Анвару. Сколько еще я должен выговаривать вам за неудовлетворительное качество блюд? Просил не пересаливать. Не выношу соленого. Просил не пересаливать. Не переслащивать. Не выношу сладкого. Просил без бананов. Я их ненавижу. Просил без трепиколя. У меня от него аллергия. Раз за разом я повторяю свои просьбы, требования. К сегодняшнему дню я повторил их 35 раз. Да, я считал. И еще же мне подают на... И что же мне подают на послеобеденный ранний ужин? Жареные бананы на подушке из томленого трепиколя. Мне надоело ставить у вас над душой и читать инструкции, как вам следует готовить. В любом случае вы их игнорируете. Вместо этого я вам вот что скажу. Случае хотя бы косвенно связано с вашей готовкой недомогания, я добьюсь того, что вас уволили, забрали форму и принудительно доставили голым в центр эксплуатации фауны для растерзания жукозавром. В принципе, что, сопрем у него все это? Ну и перетрем. А вы не торопились. Вы нарядились не так, как я просил, но, думаю, слишком много ожидал от имеющегося отношения к съемкам невежи. Unless you'd like to waste more of my time, I suggest we begin rehearsing. Ready? You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing philosophism as the system's reigning ideology. Дебил. Так. Выхватить оружие. Негодяй, тебе никогда не захватить Алкион. How does the scenery taste? Good, I trust. Wait a moment. You're not wearing a bellhop's ID. Which must mean you're not Owen's understudy. That man can't even be relied upon to find his own replacement. Oh, no, this is curious indeed. Who are you? And how did you get in here? Так, меня зовут Хоттерн. Так, меня зовут Гиперборейский, я капитан корабля. Соврать. Я просто мародер, только без резких движений. Заберу все, что не приколочено. What a quaint claim. You're so adorable. I won't even call security. No, really, I mean it. You've most certainly endeared yourself to me. And I think I know why you're here. Now, what shall I sign first? Your weapon? Your wallet? Or perhaps something a little more personal? Undergarment signatures have been popular of late, or so I've heard. Так. Если хотите, можете подписать мое оружие. Почему вы предлагаете что-то подписать? Вы в порядке? Сделать неприличный жест, может, подпишите это? С удовольствием. Теперь дела кончились. I'll just get you a portrait of my face as a souvenir. I'm sure I have the prints around here somewhere. By the by, how did you get in here?
The only non-staff individual cleared to enter guest rooms is supposed to be the inspector for Bellamy's murder. Oh. Oh! Hello. Догадался. Здравствуйте. Hi. Terribly sorry, Inspector. I didn't realize it was you. Understand that I am beyond willing to comply with your search for the fiend that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me, back when I starred in the Marauder's Bane. The absolute picture of justice. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Так, кто вы, если конкретно? I'm sure you're joking. Perhaps I'm not in my prime, but you've no doubt seen the name Spencer Woolrich on many a serial advertisement throughout your travels. Ах да, вы тот парень из сериала. Come now, I'm sure I would have made more of an impression than that. Could I have really fallen so far behind the times? Did you ever see me in The Masked Marketeer? The Busker of Byzantium? What about episodes 13 and 190 of Princess of Hephaestus? And who could forget From Halcyon with Love? I was great in that movie. Even if I was starring beside a 2-ton bucket of bolts and a woman with no talent. Да. Надеюсь, бродяга перед смертью написала букву «Б», чтобы указать на своего убийцу. Так, 2-тонное ведро с болтом. Ну, это этот товарищ. Бербидж 3001. It's over in the next room. It's hard for me to believe that a mechanical actor isn't some kind of joke played on us all by Odeon's director. Говорят, вас отравили? Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate hotel meals, this was most explicitly pronounced. I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop. Похоже на то. He must have tainted my meal in retaliation. Так, почему вы не обратились к врачу, когда у вас заболел живот? Как вы думаете, кто, кроме шеф-повара, мог желать вам зла? Не, вот так. Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star, spotted in gastronomic distress. Oh, unseemly hardly describes the half of it. Так, как вы думаете, кто вам хотел зла еще? None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the minimum level of respect that they deserve. Так, а Елена тоже была отравлена. How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my ironclad constitution that I'm standing here. Да ты что, железное здоровье? Промолчать. Very well then. Так, у меня еще несколько вопросов об отравлении. Oh, must I relive that ghastly event again? My intestines still have yet to fully recover. Very well then. А об убийстве расскажешь мне? Certainly. But one quick question before we begin, if I may. How was it that Bellamy... Ты как ты хочешь прям узнать-то это? В мучениях. How awful. Whoever did this must have been quite heartless.
Хорошо, теоретически как бы вы убили жертву. Oh, come now, Inspector. What do you take me for? I'm an old man. I neither have the time nor the willpower to kill people for fun. Besides, I have my reputation to think of. Ну хорошо, ее знали. Bellamy has been my co-star throughout the autumn of my career. I should like to think I knew her. In fact, I cannot name a single role in the last 10 years that did not involve her in some way. Unless you count the uncredited silent shopkeep on Melissa's Meteoroids. Так, должно быть, на фоне молодой актрисы вы не смотрелись особенно выигрышно. Вы считали себя ее другом? I'll ask you this. If you'd been the star of cinema for years, then suddenly found yourself scrounging for bit parts while a younger person stole the limelight, how would you feel? In short, the two of us weren't close. But that's not to say my dislike of her was so extreme that I tried to do anything drastic. Resenting Bellamy is one thing, but killing her is another completely. It's also beneath me. А чем вы занимались в момент убийства? I was meditating, of course. That's how I get into character. Кто может это подтвердить? Respectfully, Inspector, it is rather counterproductive to commune with others while meditating. Вы медитировали? Серьезно? All actors have their methods, and this has been mine ever since I met that wonderful prophet of profitability. She taught me it for my role in The Unemployed Cometh. I had to lie face down on artificially heated pavement. The director wanted our suffering to be convincing. Needless to say, being able to leave my body helped to mitigate the pain, both during the 8-hour shoot and with the second-degree burns afterwards. I owe that woman much. Так. А как долго вы работаете с пророчицей? Yeah, actually, only since I've been at the Colonial. The Unemployed Cometh was shot on site. That makes it, a few weeks. I cannot recommend her services enough. If you haven't been to see her yet, you really should. Ладно, вернемся к другим вопросам. I'll answer whatever you wish. I suppose that is enough on that grim subject. Так, мне удалось узнать кое о чем. О том, чем вы занимались в отеле. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. Так, я нашел бутылку паленого алкоголя, возможно, связано с вашим отравлением. Я поговорил с Бербеджем, он сказал, что вы улучшили его. I did indeed. With Halcyon Helen parading her fame about, I was left without an acting partner. Burbage is no exception. His acting protocols were nothing short of a joke. So, I decided to make some modifications, installing him with some of my old serial quotes as, I think, improved his range. The way he bungled about with that weapon of his hardly befitted a dissident, so I modified it as well. He's much quicker on the draw now, though he's still Вон оно как. machine. Так, ну ладно, нашел бутылку паленого алкоголя, возможно, связано с вашим отравлением. That, yes. Yes. I distinctly recall ordering an alcoholic beverage with my meal. This hotel is certainly bringing a new meaning to the phrase rotgut. Management shall receive the complaint to end all complaints. Я за вами слежу. I'm quite used to being breathlessly watched. Ладно, до свидания. Да, тоже что-то какой-то мутный дед. Так, ну-ка. Understood. I'll keep my head down. Нечего тебе тут. Подожди-ка.
Фотки с его автографами лежат. Прям дедуктив, а не стрелялка, да? Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Так, в пентхаус. Next stop, the finest seat in the house. Так, ну, наверное, надо нам поговорить сейчас с этим Леоном. Леонардо или... Леонардо, так. Это не око, блин. Вот это видох у тебя не око. Так. Хотя нам куда-то в другое место тянут. Подожди-ка. Человек это так. Поговорить с шеф-поваром блин, еще шеф-повар, твоя мать, остался. Давай пойдем поговорим. Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Ну, сейчас он скажет, конечно, да, это самое, в фойе. Он скажет, что типа он даст... Ну, я так и думаю, просто он достал их там всех. И они ему спецом это отравленное пойло и дали, чтобы он просрался как следует. Тут, я думаю, того большого ума-то. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Да ты что? Это может угрожать жизнь рабочих. Почему Слиз об этом не знает? Searching slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Это вообще нормально? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Так, включить плиту. С ума сошел, что ли? Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you, but you'll have to wait. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. Так, с чего? Очень жаль, что у вас нет копченой шпрысы. А бифштекс из фидового мяса с пурпуричной глазурью у вас есть? Weren't you listening? We're reserved solid for the next month. I'm sorry, but you'll really need to order in advance. Понимаю, просто дайте мне кравцовый творог с жареными бананчиками, я перестану вас спрашивать. Is this some kind of a joke? We're not able to take on new orders Сейчас мы at тебя this выведем time. из I себя. told you. Неужели нет даже тушеных шишкачных ребрышек с псевдояблочными листьями? No, we don't. Why are you doing this? Please stop. А кетчуп есть? Here, just take it. Just take it and don't ask me for anything ever again. А почему вы все время говорите о еде? Что-то он мне какой-то догоняй там дал. Неужели вас совсем не заботит недавнее преступление? Crime or no crime, I must keep my head on my work. One does not simply become the head chef in all of Eridanos by fretting over irrelevant happenings. Ну, вам есть о чем беспокоиться. Из-за блокировки вы не можете получить свежие ингредиенты. Well, that's not entirely true. There are the purpleberry orchards and... No, you're right. I can't afford to skimp. Who exactly are you, anyhow? What is it you want? Так, я хочу поймать убийцу Елены Алкионской, а после этого я бы немного отдохнул.
Oh, you're the inspector they told me would be coming by. Now I feel like a buffoon. Yes, you can ask me what you like. Though, I don't know how much help a chef can be. Так, значит, вы шеф-повар отеля. Скажите о своей работе. I prep dishes day in and day out for guests, and while I doubt their palates are refined enough for my flavors, the work is rewarding. After all, I can take pride knowing that I simply am the best cook this side of Halcyon. No one else can even hope to compare. Похоже, вы преданы своему делу. Вы были на кухне, когда произошло убийство. No. As it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't taking an unsanctioned break, of course. I was merely fetching ingredients. Так, а это вы готовили всю еду для Елены? Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. Так, странно, что вы сами в этом признались. Вы точно уверены, что вы делали это один? Well, yes, I'm positive. Why? Что-то здесь не складывается. Почему вам не рассказать мне правду? How? Oh, fine. There may have been times I left Helen's meal unsupervised. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Так, записи камер надо достать. А что Спенсер Вулрич делал на кухне? Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the VIP guest floor. He's usually there if he's not poking around here. Так, есть идеи, где я могу найти Оуэнса? Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests can be rather particular. Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. Угу. А почему вы скрывали, что оставили еду для Елены без присмотра? Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I worry about it? Так, что будем тебя запугивать? Интеллект, потому что при определенном сочетании алкионская еда превращается в кислоту. Если за ней не приглядывать. Убеждение 105. Если вы скажете правду, мне будет легче поверить во все остальное, что вы говорите. Если вы не хотите новых проблем, вам стоит рассказать все на чистоту. Coming clean it is. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Если набухался. Значит, так себе алиби-то. I understand your reluctance, but... Oh, I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keene has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Ладно, это все, о чем я хотел спросить. Посмотрим, сказали ли вы правду. Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure you'll find the true culprit before long. Мне что-то все-таки про отравленную бутылку как-то не тролливали.
Ничего не рассказали. Поднять бананчики. Не надо мне бананчики поднимать. Так. Так, нам сваливать надо отсюда, да? Прям идем по кругу. По какому-то, блин, заколдованному. 360 метров. Это куда ж нам, блин? Так, ну-ка давай читать. Во-первых, надо эту всю херню все продавать. Ну, найдем где-нибудь место. Так, дневничок. Так, поговорите с посыльным Оуэнсом. Доставка обедов на этаж для гостей занимается посыльный Оуэнс. Возможно, он как-то замешан в отравлениях. Последний раз посыльного видели неподалеку от центра эксплуатации фауны. И достаньте запись с камер на кухне. Чтобы доказать, что к еде имел доступ не только шеф-повар Анвар, нужны записи с камер наблюдения на кухне. Разумеется, записи его не оправдают, но, по крайней мере, оставят под сомнение его вину. Так, ну ладно. Принца Тазбола я не делаю, потому что надо с Людовика связываться. С другой стороны, может и сделать уже. Чего оставлять-то, блин? Давайте, может быть, сейчас добьем этого принца Тазбола. Мне кажется, он вообще не это самое... К делу не имеет отношения то, что мы сейчас смотрим. А что ему там отвечать, мы уже как-нибудь придумаем, наверное, да? Ну, какие там будут ответы, мы выберем так, чтобы не подставлять дебилушку. Так, давай в пентхаус. Так, вот здесь этот терминал, да? Inspector, I've just received word that Constable Keene is dead. Please tell me it isn't true. Ложь, прошу прощения, мне об этом ничего не известно. Так, да, ее убили прямо в кабинете. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore. Я в курсе, что она подстукивала там тебе, да? Так, она была вам дорога? Maria devoted her entire life to our vision. She was absolutely committed to our company, to our project. I promised myself I'd reward her after we launched Spectrum Brown. I'd make sure she was comfortable for the rest of her life. She was also our voice of reason. She was sensible, and I appreciated her advice. I never got to tell her that. Вообще-то там написано, что сказал. Ее убийца использовал игольщик. The needler was among Helen's belongings. Whoever stole it must have been able to slip in and out of the hotel. Maria was my sole representative in Cedric's territory. The entire hotel staff is on his payroll. Any one of them could have killed her on his behalf. Довольно болтовни. Так, нет, давай сменим тему. Ну или ладно, вот так. Make them suffer, Inspector. Угу. Мне удалось выследить Берти черную дыру. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Неудачно и подозрительно его выставляет... Это выставляет его в плохом свете. Берт тот еще персонаж, но он и мухи не обидит. Мне его немного жаль. Даже если Лену удил, не он, убил, наверное. Насчет Берти все равно есть несколько безрассудных поступков. Нет, я не буду на него стучать. Вот это, Берти тот еще персонаж, но он и мухи не обидит. Мне его немного жаль. Try not to feel too bad for him. Bertie is a brilliant athlete. The universe has balanced his talent by making him a slackwit. Так, он разговаривает по душам только со своим дилером. Он вышел из себя во время пикника, но, кажется, сожалеет об этом. Его товарищи по команде плохо на него влияют. Произошел небольшой инцидент с Коровцой.
Не дави за него, он только что потерял любовь всей своей жизни. I don't understand what it was that Helen saw in Bertie. Whatever it was, she seemed to trust him implicitly. He was always on his best behavior around her. Or he tried. I'm not a heartless man, Inspector. I know that losing Helen must have shaken Bertie to his core. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Это возможно, пока еще прорабатываю зацепки. Очень на это похоже. Нет, это важно. Арестуйте его и состряпайте обвинения и живите дальше. Вот лучше так, пока зацепки прорабатываю, или лучше нет. I'm relieved to hear that. I happen to be something of a fan of the hack attack. I'd hate to see him processed for murder, but we need to be absolutely sure. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Так, Берти надо взять под стражу, чтобы он ничего не натворил. Да, кстати, Берти согласился пожить в Гранд Колониаль. Да, не надо его арестовывать. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. Еще Петручу мне If you're хорошо through платит. investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Да. Так, ну что, давайте, наверное, на этом сегодняшнюю серию заканчивать. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Ну, встретимся, соответственно, завтра в следующей серии.